Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша. Рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня мы с вами сделаем обзор и макияж на прекрасную палетку от Charlotte Tilbury. Как вы знаете, надеюсь, вы уже смотрели мою распаковку. Если нет, то обязательно посмотрите. Мне пришло две палетки. Одна была конкретно в наборе, который я заказывала в Mystery Box. И там меня ждало просто безумное разочарование. Еще раз призываю вас посмотреть. И вторая у меня шла в подарок. Я решила, что начнем мы с палетки, которая шла в подарок, а именно с палетки Walk of No Shame. Мы уже говорили с вами о том, что у Charlotte Tilbury, конечно, невероятно красивая упаковка. Все красиво, все переливается. К сожалению, это и плюс, и минус, потому что палетка будет очень сильно пачкаться. Но также быстро она очищается, любую одежду, либо там тряпочку, да, которую вы время от времени протираете вашу косметику. Здесь мы видим рисунок, логотип бренда Charlotte Tilbury. И здесь, как всегда, у нас описание. То есть это 4 оттенка. Даже они подписаны, как их использовать. Но здесь, конечно, вы не ограничиваетесь тем, что предлагает производитель. Ну и, собственно, где они произведены. Это итальянские тени. Вы знаете, что тени, которые производятся в Италии, они потрясающего качества, поэтому здесь, собственно, Charlotte Tilbury абсолютно не уступает другим брендам. Давайте посмотрим внутри. Когда я делала распаковку, там палетка была абсолютно новая, поэтому здесь будут вставочки красивой палетки, еще не заюзанной. Здесь уже я палеткой пользовалась месяц для того, чтобы протестировать, посмотреть, как все это носится и поделиться своим мнением с вами. Первое, что мы можем видеть, и что, конечно, сложно не заметить, что формула Sparkle, она не изменилась. Многие говорили, что Charlotte доработала свою технологию, теперь Sparkle у нас не утрамбовываются в какую-то жирную жижу, не знаю, как по-другому это сказать, но это, конечно же, очень-очень мешает использованию. Когда у вас новая палетка Sparkle потрясающе наносится на палец, ну, вы, наверное, тоже слышали, что Sparkle, вот именно конкретно этот, лучше носить пальчиком, потому что блески, они иначе будут пылить и плохо отдаваться. Но я многие оттенки здесь наносила пальцами, но, как вы видите, только этот оттенок, он действительно выглядит непрезентабельно, но это не главная его проблема, когда он вот начинает так утрамбовываться. То есть тут не история про то, что я лезла туда грязными пальцами. Нет, видимо, формула как-то спорит с тем, что ты вот именно когда набираешь оттенок, ты его утрамбовываешь. И основная проблема, конечно же, с которой мы сталкиваемся, это не внешний вид, это все вторичное, а то, что оттенок начинает плохо передаваться на наш палец. Да, он передается, да, им можно краситься, но вам приходится вместо того, чтобы пару раз туда залезть пальчиком, вам приходится это делать раз 10, да, чтобы там достигнуть результата, который вам нравится. Поэтому за это, к сожалению, не могу похвалить Charlotte Tilbury, но она знает об этом, постоянно появляются новости, что формула доработана, и, возможно, в следующих палетках или прям в самых-самых актуальных что-то и поменялось, потому что эта палетка, она выпущена в прошлом году, и, возможно, там еще они попали в последний вагон, хотя, насколько я помню, говорили, что тут что-то изменилось. Возможно, раньше было хуже, не знаю, но вот, к сожалению, факт остается фактом. Давайте посмотрим на оттенки, на цветовую гамму. Да, это стандартная цветовая гамма, такая медно-рыжая-бронзовая, которая присуща макияжам Charlotte Tilbury. Если вы посмотрите на всех голливудских звезд, на ковровых дорожках, на еще каких-то таких ярких мероприятиях, очень часто команда Charlotte Tilbury собирает их показом, и девушки выглядят вот именно в такой цветовой гамме. Как вы знаете, я много раз уже говорила, что меня смущала такая цветовая гамма, мне казалось, что это не идет, это некрасиво, это странно и что-то не так. Но я, кстати, помню, что у моей мамы, когда я еще была совсем маленькая, у нее была палетка Estee Lauder, и она была абсолютно вот такого же цвета. Я постараюсь найти эту фотографию, и оттенки были прям очень похожи. И я всегда думала, что, ну, если Estee Lauderские тени так делают, наверное, это идет большинству тех, кто их покупает, и все-таки, да, мне кажется, это очень красиво, поэтому, пожалуйста, присмотритесь, это прям потрясающе здорово. Давайте теперь конкретно уже перейдем к каждому из оттенков, поговорим, засвотчим и вообще примем решение, нравится нам они или нет. Первое, что мы здесь видим, это оттенок для высветления. Можно когда под бровкой наносить, для уголков глаза, либо непосредственно соло-цвет, использовав там тушевочку небольшую, либо стрелочку. Он у нас не жемчужный, не перламутровый, он такого тоже оттенка медного достаточно, да, то есть это такая персиковая история. Сейчас мы с вами засвотчим и посмотрим. То есть сначала давайте посмотрим на пальчики. Вы видите, что он такой действительно какой-то персик, очень теплый, очень похож на теплые хайлайтеры. И непосредственно на руке, да, так же смотрится, как и на веке. Вы сейчас уже можете видеть, что я его нанесла, я вам подробнее
дальше покажу этот макияж, расскажу, как я все наносила, как делала, но вы видите, что это такая вот, да, высветляющая история, которая очень гармонично смотрится с вашим оттенком кожи, каким бы он ни был, потому что все-таки это такая история, которая не выбивается. То есть, если мы говорим о жемчужных тенях, они, конечно, здесь немножко нас придают такого шарма снежной королевы. Здесь такого не будет. Второй оттенок — это медный оттенок, и производитель советует его, кстати, наносить на всю область глаза, но здесь как вы любите, потому что он достаточно яркий, он будет такой сильного медного прилива на вашем лице, поэтому здесь я, например, люблю больше затемняющую историю с ним. Давайте его тоже засвочим, посмотрим. Тени очень мягкие, очень-очень-очень мягкие, то есть это вот та прекрасная люксовая история, за которую ты платишь и понимаешь, за что ты платишь. Посмотрите, какого он красивого оттенка. И у него очень достаточно такая пигментация, да, сильная, что говорит нам о том, что тени будут очень хорошо смотреться на нашем глазе. Следующий оттенок, о котором мы с вами поговорим, это затемняющий оттенок. Его можно использовать в качестве стрелки, в качестве тушевки, ну и непосредственно соло тоже, если вы любите очень яркие макияжи. Давайте его нанесем, тоже очень мягко, все прекрасно тушуется друг другом. Но здесь мы, конечно, можем заметить, что он такой, все-таки, мне кажется, для каких-то, да, уголковых историй, когда мы делаем затемнение. И последний наш потрясающий оттенок, который заслуживает особого внимания, о котором мы уже поговорили, о всей его прекрасности, о всей его проблематичности, это Sparkle, который можно наносить на любую абсолютно область, либо на все подвижное веко, либо вообще на глаз, выходя под бровь. В общем, здесь абсолютно все, что вам нравится, потому что у него нет какой-то базы, то есть это просто история, которая у нас невероятно переливается. По тому, как он ощущается, это достаточно такой, да, шершавый спаркл, за счет этого, видимо, ну, блески, понятно, будет такой эффект, и у него действительно нет подложки, то есть это такое мерцание, которое переливается с розового, золотой, очень красиво дополняет остальные оттенки нашей палетки. Предлагаю перейти к самому интересному, это к макияжу. Я покажу, какие оттенки я использовала, в каком порядке, посмотрим, нравятся они нам или нет, ну и непосредственно сможете повторить, если вас он как-то зацепит. И, пожалуйста, очень важное включение, если вы еще не подписаны на мой канал, я убедительно вас прошу это сделать, поставить колокольчик, написать комментарий, а главное подписаться, правда. Это невероятно поможет развитию моего канала, потому что зачастую статистика такая, что 80% из тех, кто меня смотрит, не подписаны, и это очень грустно. Я буду очень рада видеть вас в качестве моих подписчиков, поэтому давайте это исправлять. Ну что, друзья, давайте приступим к самому макияжу. Первое, что я хотела сделать, но за кадром у меня не получилось, поэтому не буду вам советовать. Как вы видите, мой рефил, он уже пострадал, потому что я пыталась воспроизвести этот лайфхак, но обойдемся без него. Ох, знаете, он как-то прям пылит. Не знаю, с чем это связано, с тем, что, может быть, у меня все-таки бумажный скотч, и нужно какой-то обычный, но надо делать прям очень-очень осторожно. Ну, друзья, у меня ничего не получилось. Первое, что мы делаем, это, конечно же, мы наносим базу под тени, для того, чтобы у нас лучше было сцепление, чтобы они дольше оставались на веке и в целом ярче себя продемонстрировали. У меня база, о которой я много раз уже рассказывала, база от Art Deco, потрясающая, бюджетная, всем очень-очень-очень рекомендую. Ну что, теперь приступим к нанесению цвета. У нас такая стандартная четверка от Charlotte Tilbury, о которой мы уже говорили, которая прекрасно дополняет друг друга, говоря об оттенках, но, к сожалению, немножко и ограничивает. Поэтому не могу сказать, что можно какое-то безумное количество вариантов сделать, поэтому остановимся на самом таком стандартном. И первый оттенок, который мы здесь используем в нашем макияже, это наш такой светлый основной цвет. Его можно использовать, конечно же, как хайлайтер, как осветление уголочка глаза, но я предлагаю сейчас положить его на все веко. Берем нашу плоскую кисть, которая нам в этом поможет. Кисти у меня действительно немножечко грязненькие, потому что я их использовала буквально час назад, поэтому сорямба, сегодня без чистых кистей. Приступаем. Нанесли, чуть-чуть стряхнули, но этот оттенок, он настолько деликатный, что даже если у вас что-то осыпется, то вы это с легкостью поправите, потому что это просто, можно сказать, такое легкое сияние.
Закончили нанесение основного цвета, вы можете видеть, что он максимально деликатный. Это такая прекрасная соло-история, кстати, для ежедневных макияжей, когда у нас мало времени, когда нам не хочется сильно креативить, быть слишком яркой, например, да, в дневное время суток на улице, то здесь можно нанести этот основной цвет, добавить стрелку, добавить ресницы, и, в принципе, макияж будет уже дополнен, потому что он интересный. Я не могу его назвать каким-то жемчужным или белым, потому что зачастую эти оттенки, они выбеливают века. Нет, здесь такой цвет, он немножко переходит в персик, за счет этого он, мне кажется, очень хорошо гармонирует с кожей и вообще вот с вашим цветотипом прекрасным. Следующий оттенок, который мы возьмем уже кисточку бочонок, немного маленькую, чтобы построить форму, чтобы у нас все было аккуратно и подтянуто, не сделать глазки наши грустными. Это вот этот оттенок. Его, кстати, можно использовать и на все веко, но по мне он немного красноват. Тут такая история, что это не делает ваши глаза уставшими, но если вы не хотите очень медный макияж, то стоит немножко все-таки ограничивать плоскость нанесения этого оттенка, потому что он, ну, такой прям бронзовый-бронзовый, сияющий. Набираем тени. К слову, они достаточно хорошего помола, то есть они не пылят, все прекрасно набирается на кисть. Единственное, что мне кажется, достаточно большой расход, потому что я пользовалась не то чтобы очень ими много, но вы видите, что такие вот заметные уже впадинки появились на нашей палетке. Как я уже сказала, мы сейчас выводим форму. Интересно, что тени не то чтобы отдаются каким-то, да, ровным пигментом на руку. Когда мы с вами сводчили, да, там была другая история, но вот с тенями немножко такая история сомнительная в этом плане, но тем не менее наносится все аккуратно и красиво. Сейчас мы выстраиваем с вами форму, которая нам поможет далее оформить глаз. Основная форма построена. Если что-то вас смущает, то не пугайтесь, потому что всегда мы еще будем прибегать к кисти, которая будет все это сблендеривать между собой, которая будет все это распределять по глазу. Поэтому если какие-то оплошности есть у вас именно в форме, то все это можно потом поправить дальнейшими нашими манипуляциями. Мы немножечко, да, все это втушевываем друг друга, для того, чтобы был более плавный переход, оттенок смотрелся аккуратней, ну и непосредственно все, да, какие-то оплошности небольшие тоже между собой замиксовались. Тени, как вы видите, не осыпаются, поэтому это позволяет достаточно удобно их наносить. То есть вы можете сначала оформить глаза, потом непосредственно оформить все лицо, если вы привыкли, но это не та история, когда там зеленый, синий оттенок впечатывается в ваши щеки и требует непосредственно вмешательства тонального средства. Нет, здесь все очень осторожно, очень аккуратно, они прекрасно друг друга тушевываются. Я думаю, вы заметили, что не то, чтобы я это сильно как-то втушевывала друг друга, но оттенок уже очень красиво перекликается с нашим основным таким сверкающим оттенком, да, который нанесен на все подвижное веко. Все это смотрится очень красиво, деликатно и дополняет друг друга. Что мне нравится в люксовых палетках, то это действительно такая история, которая придает тебе какого-то прекрасного вида. То есть это не та история, когда мы рисуем новые глаза поверх старых, зеленые, синие, яркие макияжи очень сильно люблю, но вот люксовые тени, говоря о Chanel, Dior, Tom Ford, Charlotte Tilbury, это вот такая история, которая дополняет твою красоту, поэтому мне очень симпатизирует этот цвет и вообще в целом цветовая гамма всех ее палеток. Когда первоначальная форма готова, мы, конечно, в процессе будем ее еще поправлять, немного корректировать, но сейчас, я думаю, самое время для того, чтобы углубить цвет, который у нас уже нанесен, и воспользуемся таким вот кроваво-лилово-красным, не знаю, оттенок очень интересный, потому что он на стыке, да, какого-то сливового оттенка и медного. Воспользуемся им и дальше уже прорисуем форму нашего глаза. Мне кажется, вы могли заметить, что вот я наношу достаточно темный оттенок, да, если бы в Huda Beauty это было, то это был бы такой прям яркий акцент макияжа, но он очень деликатный. То есть смотрите, как он втушевался, хотя мы даже еще не растушевывали, мы не то чтобы там тушевочной кистью не прошлись, мы даже этой кистью не закончили. И смотрите, насколько все это аккуратно, гармонично балансирует друг с другом. За это, конечно, огромное спасибо, что оттенки... Это не та история, когда мы можем сказать, что вот вся палетка, а оттенки, ну, одинаковые. Вот зачем мне 25 нюдов? Нет, здесь все-таки есть, это прекрасно выдержана та грань, когда и оттенки разные,
и при этом тушуются они очень удобно, комфортно, поэтому у любого человека не возникнет с этим сложностей, да. Есть люди, которые любят заниматься тушевкой, есть люди, которые не любят. Здесь как проблем не будет, пятен вы себе точно не наставите. Когда мы оформляем форму, всегда стараемся тянуть ее к виску, чтобы у нас не был грустный такой опущенный глаз. Но здесь, конечно, все зависит от ваших предпочтений. То есть, если вы любите более спокойные макияжи, не любите выходить за зону, да, нашего подвижного века, то welcome, но все равно старайтесь форму держать выше, как мы говорим и при скульптурировании лица, и при нанесении теней. Это очень-очень важно для того, чтобы сохранить вот баланс какого-то свежего, отдохнувшего лица. Ну что, в целом с формой мы закончили. Теперь самое время, чтобы поправить изъяны, которые выбиваются из нашего макияжа, чуть-чуть сделать более четкую контурную форму. Мы берем кисточку, на которой остатки тонального средства, либо непосредственно консилера. Я использую второе. И мы сейчас просто подправляем, да, ту грязь, которая могла у нас получиться в процессе, когда мы выводили форму, чтобы у нас форма была одинаковая и четкая. Далее я предлагаю оформить нижнюю область нашего глаза. И здесь мы прибегнем, я думаю, тоже к этому медному оттенку, потому что он, я уже проверяла, он смотрится очень свежо. Несмотря на то, что, да, это рыжизна, смотрится свежо и красиво дополняет наш макияж. Помним, что подводим мы чуть ниже нашего основного глаза, то есть не нужно это делать там где-то вот здесь, потому что тогда действительно глаз будет уставший. И эту область мы сейчас с вами высветлим. Для высветления этой области я использую такую тоненькую кисть, на которую набираю цвет. И сейчас будем немножечко все это собирать воедино. То есть также, если вам кажется, что где-то, да, избыток медного цвета, то мы можем все это замаскировать и высветлить. Теперь буквально немножко пройдемся, изначально чуть очистим от пигмента нашу тушевочную кисть. Хотя вот честно, все и так очень хорошо втушевалось друг друга. То есть эти тени действительно, мне кажется, хорошая помощь для новичка, который сомневается в своих способностях. Так. Следующее, что мы с вами сделаем, это, конечно же, нанесем этот прекрасный спаркл. К сожалению, починить у нас его не получилось, но я все равно вам покажу, как он работает, потому что, тем не менее... Ну, кстати, он стал лучше. Он стал лучше после того, как мы его немножко, да, взбодрили скотчем. Все-таки попробую еще на обычный скотч. Возможно, там сцепление будет чуть меньше, потому что сейчас просто я смотрела, и мне было страшно, что весь рефил распадется, потому что все-таки спаркл очень красивый. То есть посмотрите, на какое прекрасное сияние. Его наносим где хотите. Правило номер 1. Можно его, кстати, тоже соло наносить, то есть если вы, да, там, наносите какую-то базу, сияющий спаркл, и идете whatever, любое место, которое вы запланировали. То есть здесь можно наносить абсолютно на любой оттенок, в зависимости, насколько вы хотите засиять. Ну что, надеюсь, что у вас уже видно, это сияние добавилось, потому что у меня даже без какого-то особого присмотра уже можно увидеть, что все это засияло новыми красками, все очень-очень сильно красиво. Так как я люблю блески, я люблю вот всю эту карнавальную историю, я наношу на все цвета, потому что здесь нет базы цвета, то есть здесь просто действительно скопление блесток, которые непосредственно аккуратно можно наслаивать, распределять в зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь. Очень красиво все это сверкает при искусственном освещении, при любом таком, да, каком-то цветовом акценте. Очень-очень красиво. И мне кажется, действительно, это вот, ну, первые тени в моей коллекции. Да, есть спарклы, которые потрясающе сияют, есть пигменты, тоже, да, Huda Beauty, но вот это создано, ну, правда, наверное, для фотосессий.
Мы практически с вами закончили макияж, и последнее, что нам осталось, это нанести стрелку. Мне кажется, такие акцентные глаза, особенно ресницам, да, требуется какое-то такое яркое оперение, скажем так. Конечно, можно воспользоваться черным лайнером, у меня лайнер от Ева Мозаика, он потрясающе работает, не вижу смысла переплачивать, либо воспользоваться карандашом. Я предлагаю прибегнуть к второму варианту, потому что у меня потрясающий карандаш от Vivienne Sabo в бордовом таком невероятном оттенке. Вы просто сейчас, извините, вы просто посмотрите, какой он. Конечно, есть небольшая сложность, что он больше, да, предназначен для тушевки, потому что он на гелевой основе. Стрелочки сложно вырисовывать, но это такой цвет, это так красиво, и мне невероятно нравится, вот когда, да, бордовый макияж дополнен бордовыми стрелками, мы с вами еще возьмем бордовую тушь, и все будет просто у нас бордовато. Блин, ужасно, шутка ужасная. Короче, все будет шикарно. Вот, забудьте, пожалуйста, этот мой не смешной прикол. Давайте нарисуем сейчас стрелку. Как я сказала, у нас будут, наверное, сложности, но мы идем на это, потому что это будет очень-очень красиво. Сложность таких карандашей, конечно, это вот вырисовывать конец, потому что очень-очень сложно. Но мы воспользуемся с вами кисточкой, которая нам поможет сейчас скорректировать форму. Теперь самое главное — нарисовать вторую такую же стрелку. Я считаю, миссия выполнена. И последнее, что нам осталось, это накрасить ресницы. Использую мою любимую тушь в оттенке бургунди, потому что это все прекрасно подчеркнет и цвет моих зеленых глаз, ну и закончит наш такой бордовый макияж. Следующее, что я предлагаю, это немножко, да, пройтись по границам нашей стрелки, что сделает ее еще более аккуратной и дополненной. Ну что, друзья, макияж подошел к концу, мы накрасились. Я, конечно, немножко вышла за рамки этой палетки, добавила творчество, а конкретно это вот гелевый карандаш от Vivienne Sabo, но мне кажется, что он прекрасно сюда вписался, и вся эта такая, да, пылающая, любовная история подошла к концу. Потому что мне кажется, что вот эти оттенки, они прекрасно дополняют образ, и это тот благородный макияж, который, казалось бы, и яркий, и заявляет о себе, но при этом не делает вас арлекино. То есть, да, это такая очень благородная, красивая история, и я вообще раньше не думала, что буду увлекаться бордовыми оттенками, буду увлекаться медными оттенками, всегда думала, что мне это не идет. Но здесь действительно тот такой вот баланс, да, и теплых оттенков, и оттенков, которые, ну, действительно, мне кажется, украсят любую из вас. Ну что, поговорим о качестве теней. Первое, конечно же, что оттенки, да, они достаточно однотипные, вы не сможете сделать невероятное количество различных макияжей. То есть либо мы кладем какой-то светлый оттенок, затемняем уголочки, рисуем стрелочку, либо мы уже используем оттенки соло. Поэтому здесь, конечно, вариаций достаточно мало, но, тем не менее, пигментация замечательная. То есть не могу сказать, что она incredible, из-за этого у вас оказываются какие-то огромные пятна, которые сложно втушевать друг друга. Нет, здесь вот именно хороший баланс, я как указку использую, хороший баланс, когда и пигментация, да, позволяет сделать что-то очень красивое, и при этом не испортить ваш макияж. Пигментация замечательная, пылят не особо, используются, расходуются, да, достаточно большой, мне кажется, расход, и палетки ненадолго хватит, но вообще кто еще встречался с тем, чтобы тени заканчивались, поэтому этого бояться не нужно. Единственный минус, который, конечно же, я заметила, это то, что наш прекрасный Sparkle, он просто превращается в какую-то грязюку. Внешне мне в целом все равно, но он тяжелее набирается. То есть сейчас вот, где я попыталась, да, отклеить слой, он лучше стал набираться, но со временем опять все это замылится, и нужно будет прям очень много раз мазюкать. А как мы понимаем, чем больше раз мы возим там пальцем, тем более
вот такой спрессованный он становится. Это, наверное, единственный минус, который я могу заметить. В целом тени потрясающего качества, они очень хорошо носятся. Я делала из-под ложка макияж, и с базой, и без базы, когда мне просто не было времени на это. И он действительно остается до конца дня, и не вбиваются какие-то складки, да, еще во что-то. То есть все очень аккуратно. Как было, так и есть. Да, у меня там может поплыть стрелка, может поплыть карандаш, особенно вот этот гелевый карандаш, за ним нужно смотреть, потому что он больше все-таки для тушевки, а не для стрелок, но из-за оттенка я его использую, потому что мне он очень сильно нравится. Но тени, как прибитые, весь день остаются, не пылят абсолютно. Мы с вами, да, подправляли только форму, но мы никак не убирали излишки, что не скажешь о коллегах из Huda Beauty, например. Там, конечно, там прям хорошенечко так все спается. Поэтому качество замечательное, если есть возможность, если есть желание, обязательно попробуйте. Как я уже сказала, мне эта палетка досталась в подарок к заказу, и я безумно этому рада. К сожалению, пришло время прощаться, обзор подошел к концу. Я очень надеюсь, что он вам был полезен, что вам понравилась эта палетка, вы присмотритесь к теням от Charlotte Tilbury, сделайте свой вывод, нужны ли они вам или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам макияж, как вам эта цветовая гамма, идет она мне или нет, или вы скажете, что Даша не красила с бордовыми тенями и не надо. Очень интересно ваше мнение. Ну и, конечно же, если вы пробовали тени от Charlotte Tilbury, напишите, с какими брендами они у вас ассоциируются. Мне кажется, что это похоже на Dior, но чуть более пигментированная. Возможно, это что-то вот такое Том Фордовское, веет Томом Фордом. Друзья, спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии и напишите, что следующее было бы вам интересно посмотреть, потому что у меня еще много косметики от Charlotte Tilbury, от Huda Beauty, Bobbi Brown, в общем, любые бренды, любые направления, пишите, буду очень-очень рада, обязательно прислушаюсь к вам и встретимся уже совсем скоро. Пока!